Друзья мои, приветствую! Меня зовут Илья, и я сегодня в Калининграде, где светит яркое, уже практически летнее солнце. Люди вокруг гуляют с детьми, с собачками, играют в мячик. И в целом здесь царит какая-то потрясающая атмосфера. Очки Xiaomi спасают меня от яркого солнца, поэтому не обессудьте. Без них вообще все очень плохо, ничего не видно. Но я не об этом. Вы наверняка знаете, что в 2018 году в России проходит чемпионат мира по футболу. И, соответственно, к этому событию строятся стадионы повсеместно. Один из них в Калининграде, который, кстати, так и называется — Калининград. Таки вот, нам выпал шанс побывать на стадионе до первой игры, то есть там пока еще ходит только инспекция и строители, которые финализируют стадион, посмотреть на то, как это все выглядит изнутри, и пообщаться с главным архитектором этого проекта и узнать, как же iPad ему помог в проектировании такой громадины. Давайте начинать. Поехали. Попасть на стадион не так и просто. Подъехать к нему можно без каких-либо проблем, а вот внутрь только с согласования с администрацией. Объект еще официально не закончен, поэтому без помощи ведущего архитектора проекта Василия Кривошеина я бы туда не попал. Туда даже волонтеров пускали с очень тщательной проверкой. Снаружи вовсю идет работа над прилегающими территориями, зато внутри уже почти все готово. За исключением, наверное, каких-то минимальных косметических моментов, но это мы у Василия чуть-чуть попозже уточним. Изначально меня предупредили, что никакие штативы, стабилизаторы для камеры, непосредственно сами камеры брать с собой нельзя. Служба безопасности просто не пропустит, и поэтому я вооружился 10-м айфоном. Ну, в конце концов, умные люди говорят, что лучшая камера — это та, которая у тебя есть с собой, поэтому снимал все с рук, иногда на ходу, так что получилось не только на стадион Калининград посмотреть, но и заодно протестировать видеосъемку на 10-ку в полевых условиях. Первым делом я попал к инженерам и строителям в бюро. Там просто какое-то дичайшее количество планов, чертежей, схем и разной документации, но хотелось сразу увидеть самое главное — трибуны и газон. Вот, например, сейчас я нахожусь в президентской ложе. Вот где-то здесь сидит Владимир Владимирович, где-то там сидит президент ФИФА, либо они меняются местами, и это, я подозреваю, мой первый и последний шанс побывать в местах вот подобного уровня. Отметьте, кстати, Балтика уже ведет 2-0. На второй и на 4-й минуте отметились Малеев и Шишуков. Но на самом деле все мы, конечно, понимаем, что это исключительно тест. У меня еще и мячик к тому же есть. Опа, официальный Adidas, в котором будут играть на чемпионате мира по футболу в России. Со зрительских трибун, конечно, зрелище открывается просто невероятное. Газон яркий, ровненький, глаз после серой Москвы от такого обилия зеленого цвета просто радуется. И, кстати, посмотрите на цвет кресел на стадионе. Они ярко-синие с рандомными вкраплениями белых. Это архитектор сделал специально, чтобы разнообразить, скажем так, интерьер. Смотрится, по-моему, отлично. Не мог не забраться я, конечно, и на места для прессы и комментаторов. Я вообще был уверен, что комментаторы должны сидеть в каких-то шумоизолированных кабинках, потому что порой они так горланят в микрофон, что аж переживать начинаешь за их голосовые связки и психическое здоровье. А на деле же все оказалось гораздо проще. Есть ряды столов без какой-либо изоляции с простенькими перегородками, и вот там-то они все сидят и комментируют игру. Стоит сказать, что с места для прессы действительно открывается вид отличный. Весь стадион абсолютно как на ладони, что, в общем-то, мне кажется, и правильно, потому что те комментаторы, которые будут орать гол, должны видеть все и должны иметь, ну, если не лучшие места, то, по крайней мере, такие, с которых можно видеть всю картину происходящего на поле. И здесь уже какая-то проводка выведена, скорее всего, как раз для комментаторов, которые будут сидеть и горланить. Есть стекла, разделяющие рабочие места. Причем многие из них еще даже в пленке, которую очень хотелось бы содрать, но я боюсь, что мне дадут по шапке за такое самоуправство. Здесь 35 тысяч человек будет максимум. Да. А ты знаешь, когда я был на стадионе вот Камп Ноу в Барселоне, смотрел игру, меня удивило то, что, во-первых, очень быстро народ зашел на стадион и также быстро оттуда вышел. То есть буквально 5 минут, все. Эвакуация будет быстрой. Единственное, что могут быть какие-то задержки, связанные с нашими спецслужбами. А так эвакуация отсюда происходит моментально. То есть здесь все по расчетам. Стадион будет пустой в течение 10-15 минут. Мы прошли кучу лестниц,
Вот там вот вижу лестница, как раз выход. Да. Люди, будучи там в панике или просто торопясь, они нажимают, открывают и по этим широким лестницам спускаются вниз. Да. Но самое крутое, куда я залез, это мостки освещения. Это, наверное, самая высокая точка стадиона, где может находиться человек. А учитывая мою акрофобию, было и вовсе захватывающе. Причем, обратите внимание, вот если смотреть на общий план стадиона, то эти мостки особо-то в глаза и не бросаются. Это, опять же, заслуга архитектора и его желание сделать все максимально удобно и правильно. Мостки получились легкими и не нависают над болельщиками. Уже под конец моего забега по стадиону снова вернулся в проектное бюро. Слушайте, я понимаю, что архитектура — это очень сложно, но все равно, когда видишь такое количество документации, реально удивляешься, как вообще в этом можно живому человеку разобраться. Кругом кучи папок, сложенных листов, огроменные ватманы с чертежами здания. Я расспрашивал Василия, как вообще с этим можно жить и справиться, и не сойти с ума, и в итоге понял, что нужно позвать его к нам в студию, чтобы поговорить про стадион и то, как работу над ним можно оптимизировать. Василий, спасибо тебе большое, что согласился буквально на парочку вопросов ответить, потому что действительно в голове не укладывается, как вот такое вот огромное сооружение рождается в голове фактически нескольких человек же, да? Да, можно сказать. Сколько человек вот работало непосредственно над Калининградом? Именно в момент создания работало только двое. 2 человека — это главный архитектор, и, соответственно, человек, который сидит с вами же здесь. Кто-то появлялся, помогал на определенном отрезке и переключался на другие проекты. Кто-то же оставался и полноценно работал над всеми этапами проектирования, от эскиза до непосредственно рабочей документации и авторского надзора. Я в Википедии читал и вообще слышал от многих, что Калининград есть копия то одного стадиона, то другого, то третьего, то пятого, то Альянс-арены. Нет, это полностью самобытный проект. Он создавался с нуля только на основании нашего собственного опыта в проектировании других аналогичных объектов. Сколько времени вообще строятся стадионы? То есть в целом, в среднем, вот сколько лет? В целом порядка 4 лет. Если с проектированием, то порядка даже 5 лет. Потому что проектируется стадион от эскиза до рабочей документации порядка года. Но Калининград же не 5 лет строился. Нет, Калининград строился вот к данному этапу 2 года и пара месяцев, там буквально 2 месяца. 2 года это действительно практически вдвое меньше времени, чем требуется обычно на постройку. Место выбрано, как говорят, странное для постройки. Там же болото, да? Да. Там, можно сказать, болото, там очень высокогрунтовые воды, но место выбрано специально. То есть оно выбрано было губернатором, потому что фактически это центр города. Тонет? Нет. Утонет когда-нибудь? Стадион никогда не утонет. При любых обстоятельствах стадион стоит на сваях. На сваях стоит не только сам стадион, но и футбольное поле. То есть плита футбольного поля также стоит на сваях. Стадион не утонет, даже если весь участок вокруг него утонет, провалится и опустится под воду. Ты был на первом матче, мы на нем не были. Как все прошло? Все прошло замечательно. Эмоции потрясающие. Просто эмоции потрясающие у всех, и у зрителей, и у спортсменов. После игры отличная эвакуация прошла. То есть люди просто вытекли с трибун и оказались уже на территории. В течение минут 3-5 на стадионе вообще никого не было. Где iPad, в данном случае iPad Pro, и почему, кстати, iPad Pro, сэкономил тебе время, силы и нервы? Я сразу, наверное, покажу. Скажем, возьмем чертеж. Это у нас нулевая отметка нашего стадиона. Как вы видите, чертеж очень большой. И вы вживую видели листы, фрагменты этого чертежа, которые распечатываются для сдачи документации, которые пользуются на стройке. Плюсы на самом деле довольно-таки большие. То есть если на бумаге мы распечатываем все, скажем, в сотом масштабе, то есть 1 к 100 по отношению к чертежу, к реальному размеру, и, скажем, допустим, в спешке так часто происходит, как, например, в данном случае с Калининградом, забывают поставить какой-то размер. Для того, чтобы померить его на чертеже, вам нужно взять с собой линеечку, приложить ее, соответственно, домножить на 100 и сказать прорабу размер. То есть прораб нервничает, ему нужен размер, ему нужна привязка дверного проема, ее нет на чертеже, а ты там с линеечкой пытаешься что-то померить. Вот. Здесь же просто берется обычная рулетка, которая здесь есть. И в чем плюс живого формата?
точно так же можно все померить, как и на компьютере. Относительно презентации заказчику, помогает ли iPad в данном случае? Допустим, вот ты показывал за кадром, ты показывал трехмерную модель, и, знаешь, откровенно говоря, я был удивлен, потому что это очень сложная модель непосредственно самого стадиона, и вот она на экране планшета, ее можно покрутить, что-то увеличить, посмотреть, и это, конечно, с ума сойти. Скажем, у вас очень-очень короткие сроки для того, чтобы презентовать стадион. Вам непосредственно нужно прийти к заказчику и рассказать ему об объекте. Конечно же, тут 2-3 какими-то визуализациями не ограничишься. Ему нужно показать все целиком, от и до. И, конечно же, когда у вас есть живая модель на достаточно большом экране, очень удобно показать, рассказать все о стадионе, как внутри, так и снаружи. То есть фактически это же вид прямо из глаз человека, который находится на трибуне. Да, то есть мы здесь были, виды ты, я думаю, можешь узнать. Смотри, iPad вот лично для меня был какое-то время назад устройством, на котором я, опять же, вот как я сказал, смотрел YouTube, листал ВКонтактик и, в общем-то, занимался другим непотребством. Оказывается, iPad реально можно использовать в профессиональной деятельности, и вот сейчас я это действительно вижу, хотя и не могу как-то применить к себе, потому что я никогда этим не занимался и вряд ли займусь. Скажи, пожалуйста, вот насколько, вот, может быть, какие-то твои собственные ощущения, насколько он тебе облегчает жизнь и облегчает ли в целом? Ну, конечно, облегчает. То есть вопрос со стройкой решается просто на ура. Вопрос презентации заказчику решается также на ура. Помимо того, что, например, есть модель в скетчапе, к скетчапу есть приложение до полной реальности. То есть можно точно так же загрузить эту модель, ну, правда, ее уже облегченную версию, на тот же планшет тому же заказчику, чтобы непосредственно он уже без каких-либо вообще тормозов покрутил ее, посмотрел в свободное время. То есть при желании, чем больше какого-то интерактива для заказчика можно дать, тем лучше. И в данном случае, имея мощное железо, как в iPad Pro, можно очень интересно презентовать заказчику абсолютно любой объект. Скажи, пожалуйста, вот, наверное, такой финальный вопрос. Вот мне просто интересно, а как ты пришел к тому, что решил так или иначе перенести часть своей работы именно на планшет? Произошло достаточно просто. То есть я всегда считал, что планшет — это некое ответвление для... Я даже не знал для чего на самом деле. Потому для что ВКонтактик, да, YouTube, но я особо этим никогда не пользовался и особо не фанател. А если там просмотр какого-то фильма, то я все-таки предпочитаю большой экран. И я, честно говоря, не знал, зачем это устройство. Но потом Apple сделали карандаш к нему и создали инструмент, реальный инструмент для проектирования, для эскизирования. И в этот момент я обратил на него внимание, потому что можно создавать эскизы, можно делать пометки на чертежах. То есть берешь, делаешь принтскрин чертежа и добавляешь на него какие-то вещи, которые, например, настройки выполнили, а у вас на чертеже не были сделаны. Что угодно можно сделать. То есть это превратилось в реальный рабочий инструмент. Зачем он нужен, скажем, обычному пользователю? Это другой вопрос. Но с точки зрения профессиональной деятельности, это очень удобная штука. И iPad, конечно, удивляет. Удивляет тем, что его можно действительно использовать в профессиональной деятельности. И вот еще раз тебе спасибо за демонстрацию этого примера. Это невероятно здорово. Спасибо.